Ребят, всем привет! Camry 50. Какие у нее такие основные болячки, чаще встречающиеся? Значит, это щелчки и скрипы на поворотах при торможении. Щелчки при торможении туда-сюда, это колодочки смотрим. И смотрите, скрипы там посторонние какие-то металлические, там скрипы, стуки и так далее. Смотрим защиту. Вот эта вот закладная, она может биться о рычаг, потому что когда у нас колесо встречает препятствие, у нас рычаг уходит, вот эта сторона, к подрамнику, а здесь, ну тут еще как бы хорошо он стоит, закладная это, не докасается до рычага. А представляете, колесо, когда препятствие встречает, рычаг может биться о закладную. Это тоже смотрите. И смотрите, вот такие закладные не берите, которые торчат. То есть я, когда закручиваю защиту, я беру вот так вот ключ на 17. Вот эту вот закладную я по максимуму подрамнику прижимаю и потом пистолетом стреляю. Хорошие закладные, те, которые остаются на месте, прижатые к подрамнику. Вот. То есть здесь у нас у закладной вот этот наверху, которая площадочка, она увеличенная, в которую болт входит. Поэтому у нас закладная не прикасается полностью вот этой вот площадью к подрамнику. Поэтому она так торчит. Тут ее уже лучше не прижмешь. Поэтому выбирайте нормальные закладные, а лучше всего гайки ставьте с хорошими шайбами и все. Если закладные не можете найти. Значит, посторонние звуки может издавать защита, потому что она вот на таких, опять вернулся, она вот на таких закладных плохо держится. То есть закрепляется плохо, прикручивается, притягивается плохо. Поэтому у нас защита может тереться в подрамник, когда перекос кузова идет, когда вы по кочкам едете, все ж весь металл играет, поэтому может поскрипывать. И смотрим подрамник. Подрамник, ключик на 19, 4 точки протягиваем. Вот тут вот придется вам вот эти вот, если у вас стоят, вон они у меня лежат, брызговики. Брызговики откручиваем, чтобы ключом головкой подлезть, и протягиваем подрамник. Значит, сняли защиту, подрамник протянули. Если колодки щелкают, колодки, вот эти пластины поджали. И все, и покатались, поехали. Если что-то продолжает щелкать, тогда уж тут более детальная нужна диагностика будет. Вот, надо будет смотреть. А так это основные три позиции, когда есть посторонние звуки. Вот эти три позиции надо как бы удалять из списка и дальше диагностировать, если это не то, о чем я сейчас рассказал. Все, всем счастливо, пока.